тех краях волков не счесть. Леса Верхнего Мичигана давно уже стали их домом. Ничего удивительного. Дикая природа, густые заросли, таежные озерные котловины – все это идет им впрок. Но тот факт, что их много, не означает, будто нужно ставить перед собой цель истреблять их. Тем не менее, слишком большая популяция хищников действительно может сказаться на количестве копытных, и за последние годы здесь заметно сократилось число оленей. Это отдельная, сложная тема. Баланс экосистемы, вмешательство человека, изменение кормовой базы. А пока лес продолжал жить по своим законам. Однажды рано утром, когда еще висела ледяная дымка над прибрежными трясинами и первые лучи медленно растаскивали туман, два охотника, Том и Джек, подъезжали по старой лесной дороге к месту, где имели разрешение на добычу в пределах частного охотничьего участка. Они шли по расписанию. Чистка маршрутов, проверка привалов, поиск следов. Но этот рейд принес им совсем не тот результат, которого они ожидали. На узкой тропке, в самом заросшем участке между двумя еловыми колками, что-то необычное, следы, которые быстро вели к месту, где земля была разрыхлена. Том замедлил шаг, присвистнул, и они прислушались. В полумраке леса услышал приглушенный стон. Шаги осторожно приблизились, и перед ними в тени ветвей лежал большой волк. Он с трудом дышал, выгнувшись от боли. Лапа была поймана в железный капкан. Тот самый, что охотники порой ставят на зверя, не задумываясь о гуманном способе выбора добычи. Вдоль шеи и морды виднелись царапины. Мех вокруг лапы слипся от крови и ледяной слякотной воды. Джек, пожилой, с морщинами, говорящими о десятках зим, первым наклонился. Волк поднял голову. Его глаза, ярко-янтарные, полные боли и замешательства, встретились с глазами человека. В этот момент взрослый охотник почувствовал, что внутри что-то защемило. Это не был просто зверь. Это было живое существо, которое внезапно оказалось в смертельной западне. Они могли уравнять бездорожье и уйти, как делают многие. Могли констатировать факт и сообщить властям. Но именно в этом лесу, между этими двумя, была история другая. Люди, которые знают зверя, знают и цену состраданию. «Он большой», — прошептал Том, хотя Джек и так видел размеры зверя. «Пойман не на шкурку. Кто-то ставил тяжелую ловушку». «Нельзя его убивать просто так», — ответил Джек. «Не сейчас». Они оба знали, что пойманный в капкан зверь опасен. Адреналин, страх и боль заставляют животное неадекватно реагировать. Волк попытался вывернуться, заскулил, оттолкнувшись задней лапой, и зубы сверкнули. Не в оскорблении, а от инстинкта самосохранения. Охотники не были глупцами. С расстояния и без защиты к нему не подойти. Но у них был опыт. И главное, у них было желание помочь. Они быстро огляделись. Рядом не было никого, и погода ухудшалась. Мороз начинал подбираться к их костям. Джек вынул из рюкзака толстую веревку, моток проволоки, старую куртку и фонарь. Том достал кусок дерева с привязанной к нему цепью, надеясь использовать рычаг. Решение было принято. Освободить животное. Это действие требовало аккуратности, мужества и планирования. И в тот момент никакая амбиция не мешала им принять верное решение. Первым делом они попытались успокоить волка. Голос Джек был тих и ровен. Он говорил как будто к человеку, а не к зверю. Но в словах его была железная настойчивость. Он бросил на землю немного пищи. Оставшийся кусок бекона из походного запаса. Волк полузакрытыми глазами попытался съесть, но боль не позволяла ему ухватить еду с той же энергией. Тогда Том принялся за капкан. Работа шла медленно, инструментов было немного. Стальной металл зажимал лапу с силой. Замок был ржавый,
и хрупкая проволока спасения могла порваться. Они понимали, что если ошибутся, волк может вырваться и причинить серьезную травму. Но бойцы таких ситуаций не только мускулы. Джек, стиснув зубы, использовал рельс в виде рычага, и через несколько десятков напряженных секунд механизм сдал. Правая лапа волка медленно освободилась, но тут же зверь сделал резкий рывок. Это был тот самый момент, когда страх мог взять верх. Том врезал в воздух курткой, встретив разъяренное глухое движение. Волк, почувствовав свободу, не сразу убежал. Он тяжело дышал, знал людей, но не доверял им. Тогда охотники действовали мягче, усыпляющие движения, теплые слова. И, наконец, волк медленно отполз в мох. «Поразительно», — сказал Том, когда они немного отошли. «Я видел много ловушек, но редко люди оставляют зверя в живых», — Джек кивнул. «Мы не охотники-садисты, Том. Мы знаем, что делает лес, и он нам еще пригодится. Кроме того, если он велик, значит, он был самодостаточным. Его поимка могла быть кем-то, пусть и неумышленно, но это не повод лишать жизнь». Они привязали волка к дереву на расстоянии, подстелив под него куртку и частично обработав рану спиртом из фляжки. Раны были глубокие, но не смертельные. Джек знал, что нужно – наложить временную шину, чтобы снизить отек, и доставить животное в ближайший центр дикой природы. Но дорога туда была длинной, а фургон остался в поселении, далеко. Был другой план – надеть на волка мягкий воротник и охранять его до рассвета, по возможности отогреть и приготовить транспорт. Ночь была беспокойной и длинной. Они поделили обязанности. Один следил, второй собирал сухую траву для подстилки, подогревал воду и сжал рану. Волк смотрел на них через темные брови. Каждое движение людей вызывало недоверие, но когда рассвело, он уже позволил коснуться себя более близко. Признание, которое дали люди и животные друг другу, это было не мгновенное дружелюбие, но уважение. Утром они аккуратно погрузили волка в кузов старого пикапа и поехали в ближайший центр реабилитации дикой природы. По пути Том и Джек говорили мало, каждый думал о том, как легко могла закончиться история иначе. Один выстрел, и волк лежал бы неподвижно в снегу. Бесчеловечная жадность, и капкан бы оставался в лесу как ловушка для следующего существа. Но теперь, благодаря их решению, шансы зверя на выздоровление были реальными. В центре к ним отнеслись с уважением. Раба, опытный ветеринар, установил диагноз. Глубокая травма, частичный разрыв связок, риск инфекции. Лапу почистили, наложили шину, ввели антибиотики и обезболивающее. Волк провел под наблюдением несколько недель. Сначала он был насторожен, затем стал спокойнее. Персонал центра отмечал: он большой, и это его преимущество. Если сердце у него сильное, он восстановится. Через месяц ветеринар сообщил, что животное сможет вернуться в дикую природу, но не в то же самое точное место, из-за риска повторной ловушки и человеческой активности. Его перевезли в более удаленный район, где плотность капканов меньше, и выпустили ночью. Том и Джек приехали на место выпуска. Когда волк вышел из клетки, он несколько мгновений стоял, оглядывая мир, затем бесшумно растворился в сумерках леса, оставив после себя ощущение, что мир снова стал чуть целее. Эта история разошлась по округе. Многие восприняли ее как пример взаимодействия людей с природой. Охотники не всегда жестокие. Бывают и те, кто понимает меру, кто ценит жизнь, даже если эта жизнь – жизнь потенциальной угрозы. Она заставляла задуматься и о вопросах более широких, о том, как управлять популяциями, как предотвращать человеческие ошибки и как учить людей гуманности к тем, с кем они делят землю. Иногда, возвращаясь на те тропы,
Том и Джек видели следы. Крупные отпечатки лап, ведущие туда, где раньше было много оленей, а теперь тишина. Они понимали, что баланс сложен и нужен комплексный подход. Контроль численности, защита мест кормления, грамотное управление охотничьими выдержками. Но в глубине души каждый из них носил память о том морозном утре, когда двое мужчин, вместо того, чтобы нажать на курок, потратили силы и время, чтобы помочь волку выжить. Это были не герои в традиционном смысле, просто люди, которые смогли увидеть живое существо и выбрать сострадание. И еще долго после того, как след волка затерся в мху, в тех краях рассказывали эту историю, как пример того, что даже среди охотников есть те, кто может отказаться от легкой расплаты и вместо этого отдать руку помощи. Вековые леса продолжали жить по своим законам, но иногда именно такая человеческая доброта помогала не нарушить хрупкий баланс.